что происходит, когда очень-очень холодно. Какая у нас здесь красота новогодняя. Смотрите. Но мы одни, как всегда, на леднике. Как всегда, дураков нет. Я не могу снять сапоги, потому что они у меня О, задубели. Сейчас ну я да. вам покажу. Отойдите-ка. Хочется настроения такого праздничного. Да, минус 42 градуса И какой же Новый год без мандаринов? на столе. На столе должны быть мандарины. Да. С наступающим, друзья! С наступающим. День-день. А камера вот здесь. Вот. День. Сангенч следит за огнем, Да. очагом. Сегодня немного не уследишь, сразу холодно станет. Ну просто не закрывает. Смотрите, видите, уже она согрелась полностью. Сколько она там тарабанит? Угу. Вообще погнала просто. Сегодня морозец такой, прям сразу замерзаешь. Вон там наша юрта. И посмотрите, какая-то морось такая. И туман. Ничего не видно. Ух ты! Слушайте, а ветер-то поднимается. Юрку поставим сегодня здесь свою, потому что мы не знаем еще какой лед. Но сегодня выйдем, поставим жерлицы туда, на судачка. Даст Бог, нам повезет. Вот, доехали до места. Правда, еще. Сейчас вы увидите, сколько там Нива привезла сегодня. А то многие ребята удивляются, сколько она может привезти. Сейчас вы увидите. Вот, друзья, так вот мы сегодня затарились. Даже на всякий случай две здоровые волокуши взяли. Потому что не знали, где машину поставим и откуда будем идти, в общем-то, тащить свои вещи. Но основную массу, конечно, здесь пространство занимают дрова. Это наш новый пол к юрте. Сегодня покажем его. А вот сама юрта. Мы еще не успели сшить к ней чехол, и поэтому завернули пока в старое одеяло. Покрывало. Сейчас мы попробуем его ее отсюда вытащить. Вот так, друзья, она входит у нас, видите, по диагоналке. Вот такого вот размера получается у нас юрта. В сложном состоянии. Метр 40, да, где-то мы смотрели? Или метр 30? Вот такая вот крыша у нас у юрты. Красивая. Так, значит, где-то здесь вход должен быть. Надо найти дверь, да, чтобы пробраться вовнутрь и вытолкнуть нашу крышу. Вот она, Я дверь. сейчас попробую сделать это сам. Обычно мы вдвоем раскрывали ее. А сегодня Александр Евгеньевич самостоятельно попробует.
каждую жердь нужно будет теперь до упора выдвинуть. А потом растянем ее. Все. Вот наш пол. Просто круто. Можно вот так вот валяться. Слушайте, классно, я даже холода не чувствую, представляете? Ничего себе. Ну там двойной же слой идет, да? Да, у нас двойной Ой, как слой же я не хочу никуда, я ничего. утеплителя там. Все. Вот это класс. Можно вообще дверь открытую оставить, а? О. 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 Слушайте, вот класс, а? Вот это класс. И, друзья, еще один пол. Пол на пол. Так. Так будет вообще тепло. Сангенч принес нам дровишек, сейчас будем топить печь. Нереально холодно. Можно замерзнуть. Ага. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Знаете, напомнила мне сказку «Снежная королева», Да? где они там тоже, по-моему, это в этой же, Кай да, и сказке? Герда. Да, где они с печеньки жгут, чтобы согреться. Ага. Да. Нереально холодно, друзья. Это сегодня нечто. У нас Запарится. камера просто в какой-то момент просто отказала. Да, не хотят они снимать. Да. И руки, посмотрите, какие красные. Сегодня 30 градусов обещают, кстати. Да, ночью. Но это в городе. В Астане обещают минус 30. Ну, а здесь будет, конечно, гораздо холоднее. Ну, у нас, конечно же, выходной выпал. Именно, Именно в да. такую В такой погоду. мороз. Ура, друзья! Печку запалили. Как же здесь маленькому рад, да? Здесь такая красота. И это уже счастье. Да. Ох, как раз сожжем наши все затягорелые спички. На самом деле для счастья нужно тепло, да? Да. Для счастья нужно тепло, и чтобы все были живы-здоровы, и чтобы, наверное, кто-то вас любил и ждал. Да. А больше, в принципе, ничего не надо. Так. Нормально. Печь уже вовсю гудит. Здесь явно прям тепло стало. Вот. Наверху у нас вот такая вот разделочка. Потому что
нам задавали вопрос, как мы оформляем отверстие для выхода трубы. Вот таким вот образом. Здесь уже за печью мы положили дрова с коробкой. Коробка на большом расстоянии от печи, так что ничего страшного. И вот так вот по всему периметру у нас пол. Так что тепло, светло. Да, и прутья у нас это от нашей старой палаточки. Прутья на потолке. Жерди это у нас телескопички, палки. Окна тоже уже открыли. Вот такая вот там красота, морозец такой прямо. Да. Ничего себе, нормально держит. Работает. Работает. Это для льда вообще-то. Александр Евгеньевич там на улице ходит, еще возится, но там очень холодно. Камера постоянно отключается от холода. Вот. Руки просто промерзают насмерть. А здесь хорошо, тепло. Ну, успели до темна. Самое главное, переживали, что по темно придется все делать. Закроем дверь, чтобы тепло не уходило. И пойдемте посмотрим, что у нас здесь по градусам. Ого, друзья. Сейчас вам покажу. Минус... Что-то я... Александр Евгеньевич, вы знаете, что уже минус 33 показывает? А, да? Да, а я думаю, что у меня в носу уже при дыхании ноздри слипаются. Я сначала не поняла. Мне не кажется. Это нереально холодно. Да, друзья, вот когда минус 25 и ниже, обычно вот начинают ноздри слипаться внутри. Знаете, что я просто знаю точно? Я когда вот палатки окапываю и минус 20, даже до минус 20-25, я знаю, что я греюсь при этом. А я, когда минус 30 и ниже, что-то не греешься. Да, Холодно. а я думаю,
камеры без конца отключаются, просто не дают снимать. Сейчас тоже уже скоро отключится. Ага, вот я уже вижу, даже не минус 33, а минус 34, Сангенич. Как это у нас говорят? Это Астана, детка. О, а дымок-то! Как здорово! Какая красота! У нас, кстати, есть друзья и подписчики с северного Казахстана, и почему-то там теплее. Странно, да? Странно. Почему-то в этом Да-да-да. году здесь холоднее, Они чем... даже удивляются, как у вас там в там. Астане так холодно. А мы-то севернее. Хотя в самой Астане это чуть-чуть теплее все равно. Да. Намного теплее. Хоть там обещали минус 30 сегодня к ночи, а здесь уже сейчас 16:04, по-моему, да? Сейчас точно скажу. Да. 16:07. 16:07, друзья, температура минус 35. Слушайте, Сангенч, вот пока мы тут с вами стоим, общаемся, Я ему уже на недавно 2 же поставил градуса туда. упало. Мне лопата нужна была, и вот я на лопату поставил. Машина еще горячая, она неправильно будет показывать. Поэтому я на лопату ставлю его. Вот так вот. Закройте окошко, холодно, Ой, а как в то юрте хорошо. Ой-ой-ой. закрывайте. Здесь такое правильное распределение тепла. Ну, покажем еще. Вышли, чтобы поставить жерлицы и посмотрели на градусник. Посмотрите. Так, минус 39 градусов. Да, нормально. Да, Нормально, друзья. нормально. И это еще не вечер. У нас веревки между друг другом аж примерзли. Видимо, там что-то... Да. Да, Вот там друзья. что-то было это. Влажное? Прикол. Развязать узел не получается, потому что примерз. А душка не хватает перчатки снять. Ну, придется. Кстати, моментально этот рукаш отмерзает. И знаете, есть такой момент, что когда с улицы заходишь в юрту, Да. и тогда вот калоши и сапоги, они прям как становятся у нас как пластмассовые. Все, у нас все замерзло. Да. Да, слушайте. Ни термобелье, ничего не спасает. Да. Легкий такой ветерок. Прекрасно, прекрасно. О, сейчас, друзья, закинем туда дровишку и пойдем жерлицы поставим. Такое там вроде пекло. Аж все горит. Да, жерлицы поставим и придем греться. Здесь-то хорошо в юрте. Здесь обалденно просто. Здесь аж горячо прям, Ага. как в сауне. Все, пойдемте. Да, Как красиво, там дымок идет из трубы. обалденно. Да. Ну все, будем ставиться, да? Поскорее. Давайте. Вон там наша юрта. Дымок идет. И вот такие вот живчики. Красота какая, искрится. Снег искрится прям. Красота. Все замерзло. Все покрылось инеем.
Обалдеть. Как старушка моя. Да, вся седая стала. А у меня, знаете, вот этот вот, когда кожаные перчатки или дермантин, как его там называют, кожзам, Ага. он вот такой становится, как будто пальцы парализовал, и надо как-то Как усилие, пластмассовый, все, да? он уже все, он Ага. замерз вообще. Ага. Бить можно даже. Ну, явно минус 40 прям ощущается. Да. Ноздри примерзают, глаза аж болят от мороза. Вот, и покрываешься инеем. Да, так что настоящая зима. Я как Дед Мороз сам. Посмотрите, друзья, это же ужас, это Это ужас. настоящий Дед Мороз. Сангенич, покажите ваш Я воротник. подарки вам принес. Дайте сниму ваш воротничок. Ой-ой-ой. Вот Ну, это что это белый да. такой? О, слушайте, как у вас здесь Это тепло. же ужас, это ужас. Там минус 42 уже. Слушай, ну там Слушайте, нереально это уже просто... сегодня. В общей сложности я поставил 3 жерлицы всего. Потому что все перемерзает. У меня сами жерлицы перемерзли, катушки. От чего не знаю. Вроде бы влаги не было, я смазывал их. Даже не отпускалась, да, леска там вниз? Не-не-не, в вообще лунку? рукой приходилось там это делать, пока... Слушайте, а это что такое? Это Надышал, видимо. иней. Надышал, Да. видимо. Я не могу снять сапоги, потому что они у меня Ох. задубели. Сейчас Ну я да. вам покажу. Отойдите-ка. Они не снимаются у меня теперь. Вот, смотрите, вот у меня... Ой, снег. Калоши? Да. Но он вообще не сжимается аж. Все. Да. Кстати, надо машину пойти завести. А то это не заведемся, потом еще не дай бог. Мгм. А в юрте тепло. Ну, Юрки, да. В юрте тепло, здесь печка вовсю, у нас кочегарит. Классно. Ну, отряхнуть обувь там. Попробуем снять. Ой, Помочь? нет, нет. У меня там носки тоже. О, еле-еле. Ну-ка, давайте. Они прям вообще, смотрите. Ой. Ага. Ну, ничего, они уже успели промерзнуть. Ну-ка. Как гипс. Нормально. О, хорошо. Носки верблюжьи хорошо греют. Да. Пойду я сейчас заведу машину, потому что ужасно холодно. Было минус 42 уже, поэтому надо заводить нашу Нивку. Фонарь налобный взял, его дома зарядил, но мне кажется, при минус 42 он протянет минуты 2-3, не больше. Наверное. Да, камеру тоже где-то на 3 минуты хватает. И все, она перестает работать. Да, да. Надо больше жечь сегодня. Ну, кстати, в юрте тепло, что хорошо. Действительно, юрта теплее, чем палатки, которые у нас есть, потому что они стеганые и насквозь вот так проходят. Ну, кроме следопыта. А здесь она вот идет с Оксфорда. Ну, у нас Оксфорд, Очень здесь плотный. наружнее это 600 ден. Да. И потом подкладочный вот этот материал на синтепоне. У нас За счет этого следопыт, тепло. кстати, вы не помните, сколько идет? По-моему, 300 D, да? 240, по-моему. А, 240. Мгм. ВПЕ у нас идет... 600, по-моему, там. Нет, 420. А, 420? 420. Да, на Но юг. она стеганая, что плохо. И они А, насквозь да, там проходят. дырочки Да, есть, да, ага, да. поэтому. Поэтому холоднее. продувается. Юрта не стеганая, она не продувается вообще. Вот смотрите. как Стеганый классно. только подклад у нас. Ну, подклад Да. внутренний, а наружный он вообще не Вот проходит. сам Вот здесь подклад, он стёгано. стеганый, да, на синтепоне. А наружная ткань у нас
600 ден идет. И такая плотная очень. Вот, кстати, сегодня будет очень хороший тест юрте. Мгм. Многие спрашивали, вот юрта, можно там использовать ее зимой. Для зимы и Лиля ее и сделала. Настоящая зима, минус 42. То ли еще будет. Посмотрим еще сегодня. Сангенч. Шапка вам идет. Да. Кстати, настроение уже новогоднее, да? Настроение новогоднее. Мы уже здесь картины наши повесили. Они тоже нас будут защищать от холода дополнительно. Лиля мне дала шоколадку. Вот такой вот, как в детстве. Сегодня и шоколадок много будет, и других вкусностей будет много. Кстати, очень тепло здесь, в нашей юрте. Да, прям жарко даже, я сказала бы. Ниже 40 градусов. И так тепло. Какая красота. Какая у нас здесь красота новогодняя. Смотрите. Вот так вот мы разместились. У камина. Так тепло, так хорошо. А на улице минус 40. Такая красота. Машина сейчас завелась от холода. Она сработала. А выключить мы ее уже никак не можем. Смотрите. Она вообще загнала. Вот. Мы хотим ее выключить. Он теперь опять вот этот 99 показывает. А что теперь делать в таких случаях? Я не знаю. Такого никогда не было просто. Там ниже 40 градусов, видимо, из-за этого так. Не знаю. Я даже не слышал, что сигнал гнали от мороза. Он его просто не закрывает. Смотрите, видите, уже она согрелась полностью. Сколько она там тарабанит. Угу. Вообще погнала просто. Что делать теперь, не знаю. Ее как-то принудительно надо выключить, наверное. Да, наверное. Да. Вот такие морозы, слушайте. Классно, да? А мы тут сидим и уже вот готовим вкусный ужин. Но не тут-то было. Кстати, вы знаете, вот этот фарш, он так пахнет, что его вот так вот съел. Да, здесь у нас фарш. Такая вот говядина сочная. Это нереальные манты. Вот тесто у нас здесь такое прям хорошее-хорошее. В общем, мы тут готовим ужин, друзья. На наших бамбуковых вот таких вот мантышницах. Может быть, его как-то попробовать вот так вот заглушить? Попробуйте. Смотрите.
О, О, вот так получилось. получилось? А что Да. вы сделали? Ну, именно заглушить сделал мотор. Ну, не вот этой кнопкой, а он сейчас должен был вообще-то и от этой кнопки сработать. Просто когда на сигналку его ставишь, закрываешь его, а он почему-то не работал. Ну-ка, а если вот так? Закрылся или нет? Ну, слышно было там Как звук будто какой-то. закрылся, да? Ага. Первый раз вообще, я не знаю. Вот, друзья, вот так вот я здесь организовалась. Как будто такая у меня кухня. И в такой вот атмосфере... Кстати, посмотрите. Здесь конфетки в тон как раз с моей шапочкой. Хочется настроения такого праздничного. Такой вот красивый получился. Слушайте, ну отсюда жарит просто. Уж горячий здесь. Пока Лиля там манты лепит, я тут конфеты хрумкаю. Между прочим, вкусные. Сколько я уже съел, не знаю. Все, последний слепили. Все. Вот так вот у нас 2 листа. Все, ждем теперь, когда закипит вода. Ну, там жар хороший у нас. Так что скоро закипит. Александр Евгеньевич работает тут. Даже на отдыхе все равно работа. Фарша у нас еще полно осталось. И теста у нас тоже еще полно осталось. Так. Слушайте, кстати, Да, видели вот эти березовые дрова, да? Как они горят. Угу. Прям нереально. О, прям тяжело вот так находиться рядом. Такой жар от них. Да. Прям аж горячо. Надо накрыть манты, чтобы не сухли тут, а то от печки жарко.
Такое новогоднее настроение у нас, друзья. Так хочется, чтобы оно вам тоже передалось. Вот так должен быть, да? Вот проходить Новый год. Скажите, да? Вот такой вот Мороз. Чтобы трескучий, аж прям был, боишься на улицу выйти. Мгм. У нас сел фонарь основной. Да, Но- есть уже хочет. Но, знаете, аж не хочется даже его запускать, включать, потому что так атмосферно тут. Если честно, то да. Да, так атмосферно, и не хочется ничего менять. Сейчас мы Камин такой красивый. Тихо-тихо закипает, Да, по-моему, закипает уже, ага. Гирлянды, Где-то еще. мишура всякая. Как же это красиво. Нет, ну здесь палатки, да. Вот здесь прям горячо. Да. Будем топить всю ночь, кочегарить нашу печь. Да. Сейчас я дров нарублю. Дров у нас много. Сегодня, благо, друзья наши подарили нам дрова. Привезли. Дрова действительно, смотрите, как горят. Угу. До этого были не березовые там бруски. Слабовато, если честно. Жара нет такого сильного. А вот тут березу закинул. Ну там разные есть дрова. Сейчас посмотрим. Да будет свет. Сказал монтер. И перерезал провода. Нет, Здорово. это береза, это да. Сангеич, а где ваша шапочка? Где моя шапочка? Давайте, праздник. Да? Кстати, у нас сегодня с вами есть вкусный напиток и не один. А? У нас сегодня есть вкусный напиток и не один. И не один. Напитки из детства, да? Да. Ой, хороший у нас. Поэтому... Так. Ух ты. И вместо крышки у нас... Ага. Слушайте, он там плотно, да, стоит? Ух ты. Вот, прям всё. Какая красота. Александр Евгеньевич ходил проверять жерлицы. Колотун еще тот. Да, Сан Евгеньевич? Вы знаете, там этот... Все нормально вроде бы. Жерлицы один раз уже почистили, но мне кажется, еще за ночь придется чистить их. Ага. Слушайте, у вас там опять такой и не образовался. А, Ужас, здесь? это просто Я ж только ужас. вышел вроде. Да, только что вышел. Дышать прям больно. И луна какая. Ничего не стреляет. Видимо, этот рыбе тоже холодно. Да, минус 42 градуса.
Александр Евгеньевич там снова прогревает машину. Каждый раз переживает. Нет, смотрите, так же и не работает. Его нужно только принудительно, получается, гасить. Так и так. Принудительно так, он да? гасится, да. Но машина остывает прям моментально. Прям моментально остывает она. Вообще ужас. И посмотрите, друзья. Это не лучшая идея накрывать деревянной доской. Ого! Да, она вот здесь вот у нас рассохлась. С И этой вот стороны. так вот аж, вот такой вот дугой. Ну, почему я не переживаю сильно, потому что манты по большому счету уже успели приготовиться там. Да? Да, ага. Я вот, открыть можно посмотреть? Ух ты! ну лучше Мне закройте кажется, они пока. готовы уже. Но нам еще нужно очень важное сделать. Да? Александр Евгеньевич, нам нужно сделать оливье. Мы еще- Оливье, точно. Да, мы еще не доделали его. Сейчас быстро доделаем оливье. Как это Новый год. Да, без оливье и Да. селедки под шубой. Но селедка под шубой там у нас готовая уже. О, селедка под шубой. Да, уже ночку простояла. Я, кстати, ел дома. А вот селедку под шубой. оливье надо доделать, да. Давайте. Две полные коробки. У нас Дров. еще в машине несколько коробок есть. Нам точно хватит надолго это. Ну как надолго? Вообще-то хорошенько, да, мы? Да. А вот эту коробку мы уже полностью все Полностью истопили. Но Мгм. здесь еще есть вот здесь вот такие. Ну, вот это эти, не береза просто. вот Она- эти нехорошие, это так, отходы какие-то. Она они- где-то 20, да, наверное, может быть даже минус 25 пойдет, а в такую температуру низкую она не спасает вообще. Ага. Реально даже жара не дает печка такого. Вот сейчас я здесь сижу, мне аж прям лицо как этот, я с холода просто пришел, слов не нахожу. Вы такой лохматый, Сангенич. Да. Просто нереально. Какой-то Ребята тоже лохматый. говорят, когда пострижешься. Элементарно нет времени постричься, друзья. Я, в принципе, мог поехать постричься, но тогда мы не приехали сюда. Еще там было там 3-4 человека. Невозможно, не успеешь. Попробуем перевернуть ее. Вот так вот. Это у нас будет, она в другую сторону сейчас будет Мгм. загибаться, да, теоретически. Главное, чтобы доска не коснулась трубы. Нет, не касается, не касается. Это она будет вот так сейчас идти в другую сторону, и мы в этот момент уже ее снимем. Она когда высохнет, она снова выпрямится. А, Это да? уже, знаете, не впервой. На самом деле у нас есть крышка, подходящая под эти листы. Но мы ее почему-то не взяли. Горошка можно побольше. Вот так вот. А давайте еще. Да, да, да. Ну, прямо настоящий Новый год. Угу. Майонез. Ух, хоть бы только размешалось. Угу. А еще. Не жалко. Вы знаете, кстати, вот дома вот когда вы делаете же салаты, Мгм. они же у нас, получается, сутки, да, почти стоят? Нет, ну оливье-то можно и пораньше, а вот, Да. а вот Селедка под селедка шубой, под шубой, да. другие салаты. Только А вот здесь, ну, мы не можем так много ждать, и поэтому сразу едим. Но я бы не сказал, что как-то хуже. а селедку под шубой мы вчера сделали. И я уже все съел. Нет, я сохранила один контейнер, я сохранила. Кстати, по-моему, он здесь. Да, Да, здесь. да, 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 да. Да, там даже видно. Мы уже. видим.
как он там. Мы все видим. Да. А пельмени, которые мы налепили, думали, даже на Новый год хватит, мы уже все съели. Ну да. А еще налепим. Угу. А крышка-то наша деревянная выпрямилась. Да вы что, серьезно? Ага, Надо смотрите. снимать или как? Ну, на самом деле, конечно, уже можно убирать с огня. Или дальше пойдет так, играть туда, сюда. Она теперь Все, вот так пойдет, да? выпрямилась. Да. Ну-ка. Нет, не надо, не поднимайте. Не надо? Сейчас мы уберем в сторону уже. Сейчас пойдет манты. обратно. И чтобы немножко не отпарились. Нет, уже обратно не пойдет. Все, будем снимать с огня манты. Оливье замешали, но чуть не забыли про черный перчик. Конечно, я же свою лепту должен внести. Давайте, кто не работает, тот не ест. У нас обычно по-другому. Кто не работает, тот ест. Так. Накрывать сегодня будем сразу 2 стола. Как раньше, как в детстве. Столы, чтоб ломились, да? Чтобы ломились. Так. Вот это да. Селедочка под шубой. Вот это да. Оливьеха. Так. Где наш герой? И наши манты. Вот, друзья. Давайте будем открывать. О, Ой, какая красота. какая красота. Красота. У нас конфетки. И какой же Новый год без мандаринов? На столе. На столе должны быть мандарины. Да. Да. Хотя бы пару штучек. Так, наши напитки. Из детства, друзья. Буратино и Дюшес. Ну-ка, где наши фужерчики-то? Вот такие. И Пусть здесь пока пара постоят. почти хрустальных жиров. Слушайте, да почти, вот смотрите. Да, Да, да. Ничего, здорово. тоже звук. Так, начнем с Буратино. Дорогие наши и любимые друзья, мы от души поздравляем вас с наступающим Новым Годом. И в наступающем Новом Году мы от души желаем вам самого крепкого здоровья, счастья, мира и добра всем вам и вашим близким. Пусть Новый Год приносит вам только положительные эмоции. И пусть у вас все будет хорошо. С наступающим, друзья. С наступающим. А камера вот здесь. А Вот. камера здесь. Динь-динь. Догадайте тоже. Давайте, друзья. А с вами? Так. За всех, друзья. А, как О. вкусно. Как в детстве. Мгм. Прям как в детстве. Мне стало интересно, что вы положите в большую часть. Мне кажется, что вы догадались уже. Вы-то меня лучше всех знаете. Конечно же, селедочку. Конечно же, селедочку. Хм. Так. В детстве я больше всего любила оливье. А вот повзрослев, селедку под шубой стала любить еще Да? больше, да. Надо было ложечкой, наверное, да? Я не знаю, вот дома вы мне накладываете, а я, видите, Ой, Ой, какой тортик, как будто бы слоеный, просто обалденный тортик. майонезный. Это просто нереально. Вот уже так пахнет, слушайте. Вот оно. Мою селедочку я заберу. Так. Ой, как это все пахнет. Это просто... Ой, ой. О. Друзья, всем приятного аппетита. Еще раз спасибо вам большое всем за поддержку, за то, что смотрите нас. Это очень приятно. Всем приятного аппетита. Приятного аппетита.
Прям пахнет Новым годом. Знаете, пахнет Новым годом. Угу. Я всегда на Новый год так ем. Все вместе. Оливье шикарен, как всегда. Класс. Ух ты. Угу. Ну-ка. Сюда. Давайте. Давайте. С наступающим Новым годом. Наступающим. В таком красивом месте, да. В одном из Поздравляю. красивейших. В одном из красивейших. Давайте. Пусть и всех все будет хорошо. Давайте. Давайте. О. Приятного аппетита. Приятного. Кстати, она нежнее прям, чем дома даже, да? Угу. Которые здесь так хочется есть. Такие манты маленькие. О, течет даже сок. Угу. Удобно. Надо сразу их. Мгм. Угу. Вкусно. Угу. Первую партию мы уже все съели. Съели. И теперь вот у нас Ну, съели. Я второй съел. лист. Ну, очень вкусно, друзья, Да. очень. Прям вот так вот берете. Кстати, они еще горяченькие достаточно. Прям вот так берете и сразу едите. Мгм. Мгм. Селедка простояла у нас целые сутки. Вот сейчас вот мы ее едим. Это просто Она обалденно. прям вообще такая вкусная. То, что надо. Мгм. Мгм. Вот так вот у нас стол. Сангенч следит за огнем, Да. очагом. Сегодня немного не уследишь, сразу холодно станет. Вот так вот. Хорошо. О, Осторожно. Бутылка лежала недалеко от печки, друзья. И посмотрите, что произошло. Покажите. да, вот, смотрите. Она поменяла форму. И кажется, не открыть уже, да? Не, нормально. Открывается? Угу. Горячий просто. Сколько она здесь стояла? Почему такая горячая, непонятно. Такая кривая. Селедку все съели. Манты все съели. Уже первую бутылку буратино допиваем. Просто обжиралова какая-то. Как на Новый год всегда. Фу. Да. Кстати, может, я немного сниму шапку, а то у меня уже... Сангенчи, вы совсем взмокли? А если честно, туда. Но у нас здесь потому что не просто тепло, жарко у нас Да, тут. да. Что, кстати, можно, какие выводы сделать, друзья? Юрта у нас получилась очень теплая. Ну, вы сами видели, на улице минус 40, даже минус 42, он плавает, в общем. Ну, грубо 40 градусов мороза, и у нас уже сигнализация даже замерзла, не работает, хотя она новая. Но вот посмотрите, как здесь тепло. Ну, действительно тепло. Да. Действительно Ташкент. Я вот потею здесь просто. Не могу уже. Да, а вот расстояние от печи вот такое вот. Да. Ну, от достаточно. меня вот я- Да, сколько? я- Метр, да, точно давайте, есть. Давайте вот так, чтобы я ногой не достаю. Больше метра. Да. Вот. Так что здорово у нас тут, друзья. Просто здорово. Да, и то, что вот она такая большая, это Мгм. вообще шикарно просто. Видите, да, как пауэрбанк там стоит? Да, кстати, там туда же жар идет, там еще более жарко. Наверное, пауэрбанк сейчас тоже. Пауэрбанк лежал где-то там, и он был Перегреется. холодный, поэтому я его туда... Ну-ка. Осторожно надо там. Горячий? Нет, он
теплый. Теплый? Ну тогда нормально. А лампа? Не, ну, пока можно. А лампа не А, лампа горячая. горячая, да? Лучше Слушайте, переместить слушай, ее, ну вы- а то да, опасно. весь жар же идет. А то как вверх. бутылка расплавится. Ну, вы знаете, как бутылка. Ну, вы знаете, вот, кстати, что вот можно сказать. Вот у юрты, да, она может быть не круглая, как вот обычная, да, вот юрта традиционная, но она все равно создает форму вот этого круга. И вот у нее очень хорошо распространяется вот это тепло. Оно вот так поднимается вверх, и вот так вот оно везде идет. Вот я Да. здесь стою, мне очень тепло, а это вот вход. Единственное, что вот снизу немножечко там, ну, потому что замочки там до конца мы не прикрыли. Вот здесь? И поэтому, да, немножечко, Ну, как, это же вы специально сделали. как приточка, да. Приточка должна работать. Да, а так Приточки вот- не будет, как будет? А так замечательно. Замечательно, да? Мгм. Да нет, ну, нормально. Она же вон туда уходит, вниз. Мгм. И калоши наши отогрелись. Я, кстати, мои откопал калоши. Вообще, друзья, у нас несколько пар обуви всегда с собой и несколько пар носков. Как минимум 2 новые пары для каждого. Ну, как-то под лед провалились, поэтому мы теперь носим с собой все. Собираемся пойти посмотреть, что там с жерлицами. Вот так, да? Ага. Да. Потому что туда выходишь, просто через 2 минуты уже тебе холодно. Дышать прям больно. Да. Так. Один фонарь, кстати, на зарядке. Мгм. Я возьму Лилин фонарь. Так вот. Вот такая вот балаклава. Да. У нас, кстати, еще другие есть с такими глазами. Надо тепло одеваться. Да. Дровишку сейчас подкинули. Дровишку подкинули, Пока хватит. столик убрали в сторону. Пойдем проверять жерлицы. Да. Сейчас почистим их. Если сейчас не почистить, то утром может быть примерзнут совсем лунки. Я их не так давно чистил, но все равно надо смотреть. Видите, хорошо почистил. И прикопал. Минус 40 градусов, вот вода. Видите, корка стала вот такая. Тоненькая. Да, это Корочка. где-то 2-3 часа она. Вот, сантиметра даже нет. Да. Освободим леску. Все, вот так вот сейчас все лунки почистим. Да. Сейчас телефон сядет. Даже если вдруг не поймается никто, по крайней мере, живца можно будет отпустить. Да, отпустим, конечно. Угу. А так примерзнет, если не почистить лунки. Вот смотрите, вообще даже не затянуло. Кстати, лед там сколько у нас? 25 сантиметров, да, Да. примерно? 25 сантиметров. Вот я вижу прямо его. Вот. Кто-то ходит. Ага. Вот лед. Вот так где-то, если отсюда. 25 сантиметров. Может 30 даже есть. Да, уже можно смело с палаткой выходить на лед. Да, ну на машине рановато. Всё. Вон там наша юрта. И посмотрите, какая там морось такая. И туман.
Ничего не видно. Ух ты! Слушайте, а ветер-то поднимается. Да, и вот оттуда идет. Да. Сангеич. Пошли, сейчас жерлицы почистили. Ну, мы сейчас 2,5 или 3 часа назад мы их чистили. Все, в общем-то, самый максимум, там сантиметр вот такой лед образовался. Так что нормально, все почистили. Ой, сейчас не могу, глаз замерз аж. И этот, уже до утра, я думаю, будет нормально. Сколько можно их чистить? Снежком припорошили хорошо. Так что будет нормально. Ну, Всё. конечно, сегодня морозец такой. Прям сразу замерзаешь. Ну все, пойдем спать. Да, надо уж спать ложиться. Ага. Телефон в данный момент вот у меня снова на зарядке. Камера постоянно садится. По-моему, даже минуту не может выдержать. Минуту съемок не может выдержать, потому что сразу же замерзает, лагает. Этот телефон хотя бы что-то может. Мой Да. телефон, он сегодня только у печи. Да. Друзья, только у печи. Я только вышел, он уже с пауэрбанка. Один раз я с ним вышел, что-то хотел тоже снять. И получается, смотрите, сразу показал 32%. Ой, И тут же, погас. вот, 32%, да, и тут же отключился. Он отключился, я сейчас его отогрел и включил, и 32 показывает. Он вообще ничего не может, там залипает сразу, даже отключить его невозможно, он просто гаснет и все. Да, техника выходит из строя в 2 счета. Хотя, кстати, о чем хотел сказать. Вот сегодня у нас в Астане обещали сколько? Минус 30. 29-30. 29-30, вот так они говорили. Кстати, один раз даже 31 обещали. Но в основном 30 в среднем. И вот мы видим, ну, в Астане, видите, это многомиллионный город, там сотни тысяч машин, большие здания, все это отапливается, очень много, наверное, тепла выходит, и действительно город как-то отапливается, даже на улице теплее, это 100% теплее. Вот здесь же на леднике, вот мы сейчас на леднике находимся, ни одного человека нет вообще, вообще ни одного человека, и здесь гораздо ниже температура. Обязательно датчик угарного газа. Обязательно. Время 6:25 утра. Александр Евгеньевич нехотя, но проснулся.
Всем доброе утро, друзья. Доброе утро. Как вам спалось? Нормально, как убитый. Кстати, ночью такой ветер поднимался. Угу. Прям Мгм. качало вот так вот юрту. Мгм. Прям вот качало. Но здесь тепло было все равно, правда. Кочегарили печку прям всю ночь. Угу. По очереди пришлось, получается, ее кочегарить. Посмотрите, как я утеплила свою сторону. Чтобы стеночка тоже была такая теплая. Вот таким вот образом коврик застелила. Ну, очень-таки даже было неплохо спать. Особенно как поднимешь глаза, а там так красиво. Включили свет, так как на улице еще совсем-совсем темно. Да. Да. Кстати, восход во сколько сегодня? А я даже не знаю. Давайте выглянем на улицу. Что-то, если честно, даже страшновато. Да, там совсем темно, посмотрите. Ой, а воздух какой морозный. Морозные. Вообще ничего не видно. Восходом даже пока и не пахнет. Угу. Хороший чай. Да. Всем приятного чаепития, друзья. Приятного чаепития. Угу. Просто класс. Просто класс. Никто меня не узнает, наверное, сейчас. У нас вот такие вот морозы. Что происходит, когда очень-очень холодно? Ни одна из жерлиц не сработала. Друзья, рыбы мы сегодня не поймали, зато зарыбим водоем. Сейчас вот эти счастливчики пойдут сюда, к братьям своим. Вот. Ух ты. Смотрите, как классно. Молодцы. Пошли во свояси. Вот так вот, друзья, мы провели вместе с вами еще одну ночь в таком красивом, зимнем, сказочном месте. Вот так вот у теплого камина. С одной стороны, жалко, что эта ночь уже прошла, а с другой стороны, начинается новый день, а значит, будет и новая ночь.